Добрый день, всем здравствуйте. Будем говорить опять о нашем заболевании. Хронический обструктивный бронхит легких или ХОБЛ. В последнем ролике я рассказывал, как предупредить приступы. Потому что приступы, я думаю, бывают у всех, кто болеет этой болезнью. Обычно приступ удушья. Ну, я там рассказывал про приступ удушья, что я пробовал снять его своими домашними средствами. Но ничего у меня не получилось. Пришлось обращаться к врачу. Он мне назначил уферин, декламетазон внутривенно. И если не поможет, то антибиотики. Расписал, как что делать. У меня жена медсестра, и она мне в домашних условиях все это делала. Приступ у меня ушел буквально сразу, после первой капельницы. Как только прокапали спиралофилин, после декламетазона. Как только декламетазон пошел, даже не успел еще кончиться, как я почувствовал, что мне стало сразу легче. Вот так я снял приступ удушья. Удушья, одышки, как хотите называйте. Я там более подробно рассказывал, можете посмотреть предыдущий ролик. Но есть еще один приступ кашля. Тоже неприятная вещь. Начинается буквально на пустом месте, не все было нормально, и вдруг раз кашлянул, два кашлянул, и все чаще, и после идет кашель непрерывный. Кашель, слезы текут, ты не можешь остановиться, ну никак. Что бы ты ни делал бы, ни ласкал, ни рот, никак не можешь остановиться. Что делать в таких случаях? Ну, первое, что я делаю, это вот такие баллончики. Это Беротек или Бердуал. Ну, 2 раза пшикнешь, должен помочь. Хотя бы частично. Если не помогает, то переходишь к небулайзеру. Берешь камеру, доливаешь 2-3 мл физраствора. Вот я специально пока купил, я постоянно держу дома. Стоит он довольно дешево, 30-40 рублей, по-моему, не больше, здесь 400 грамм. Берешь шприцом 2-3 мл, прокалываешь прям сверху и в камеру заправляешь. 2-3 мл раствора и 12-15 капель Беротека или Бердуала, таких он как продается. 12-15 капель. И делаешь ингаляцию. Ну, ингаляцию по времени уходит 10-15 минут от силы. Обычно помогает. Кашель уходит. Но если кашель не ушел, то приходится применять еще добавочно после ингаляции Беротеком или Бердуалом. Вот продается такое средство Клинил. Это суспензия для ингаляции, 5 ампул по 2 миллиграмма. Они продаются в коробках, там 20 ампул, 20 вот таких ампул по 2 миллиграмма. И цена где-то 900 рублей или около 900 рублей. Здесь уже готовый раствор. Клинил УВД. Готовый раствор уже. Заправляешь камеру небулайзера. И также делаешь ингаляцию. Обычно 100% это помогает. Кашель уходит и больше не возвращается. Ну, конечно, он вернется со временем. Может через месяц, может через 2, может быть и раньше. Но это довольно сильное средство. Клинил УВД это декламетазон. Это, можно сказать, гормон. Он снимает воспаление,
снимает воспаление. Ну, гормон есть гормон. Что там говорить? Ну и все, что я хотел, наверное, сказать о приступах кашля. Чем они вызваны, я до сих пор не знаю. Ну, все бывает иногда, вот, ну, можно сказать, на ровном месте. Ходишь, разговариваешь, ничего, все нормально. Умываешься, все нормально. Ну, кашлянул раз. И что-то такое впечатление, кого-то там еще что-то. Кашлянул еще раз. И все, и начинается. Все чаще, 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 и после невозможно остановиться. Так что, ну и в больнице останавливают также кашель. Вот первый раз меня останавливали кашель в больнице. Когда я попал в больницу с одышкой, точно так же меня там останавливали. Сперва дали подышать берудуалом с физраствором, глицоном не помог. Тогда дали мне еще, добавили еще клинилового Д, бетаметазон. Ну все, желаю вам всем здоровья. Это все, что я хотел сказать насчет приступов. Пока-пока. До встречи.